Друзья, мы в Калининграде или Кёнигсберге, самом западном регионе России. Сегодня мы откроем этот город. Мы прогуляемся по его улицам, познакомимся с историей, послушаем самый большой орган в России, отметим день рождения в одном из лучших ресторанов города. Также мы прокатимся по Калининградской области, съездим на границу с Литвой по Куршской косе, посмотрим Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, где находится 90% мировых залежей янтаря, а также самый западный город России Балтийск, где находится самая большая военно-морская база Балтийского флота. И напоследок, одним глазком мы взглянем на ночную жизнь города. Ну что, готовы? Тогда вперед! Итак, спустя 2 часа после вылета из Шереметьево мы в Храброво, международном аэропорту самого западного города России и мировой янтарной столицы. Мы в Калининграде. Добраться до города можно несколькими способами. На автобусе, на такси, можно взять машину в аренду, либо каршеринг. У меня каршеринга местного нет, поэтому поедем на такси. На первый взгляд дороги хорошие, дальше посмотрим. Расскажи нам про местные дороги. Как после бомбежки. Ну так не скажешь. Сейчас в сторону Балтийска поедете, грубо говоря, янтарные через Балтийскую трассу. Там как в американских фильмах. Ну ладно, съездим, посмотрим. Машины здесь в основном европейские, да, китайцев нету. А вон, хотя вон китайцы. Китайцев очень много. В Москве все, китайцы заполонили. Нет, здесь тоже сейчас все китайцы будут. Уже здесь же завод стоит. Ваш же... Андеркар. Подожди, а Автодор? Или как? Автодор, да, вот там это китайцы делают. Или как? Не Автодор. Автодор. Вот мы и на месте. Такси от аэропорта до центра города вышло нам в 1100 рублей. Идем смотреть наши апартаменты. Скажите, а кому в Калининграде жить хорошо? То, что русским хорошо, многим не очень. Нормально. Ну вам нравится? Мне очень. Во-первых, богатейшая история. Исторически богатая. Ладно, спасибо. Надеюсь, нам понравится. Ну вот у вас программа, в Янтарном побывать надо, город надо, музей янтаря-то разговора-то надо посетить. Здесь есть что посмотреть. Ладно, спасибо. Ну что, неплохо, я вам скажу. Очень даже неплохо, такие шикарные апартаменты. А здесь еще есть у нас и веранда. О-ля-ля! Просто супер! Последний раз мы завтракали в Москве, поэтому неплохо было бы зайти перекусить. Вот возле гостиницы Калининград есть якитория. Сейчас зайдем посмотрим. Покушали, переждали ливень, теперь можно идти гулять по городу. Кстати, кафе очень-очень достойно. Можно и покушать, и кальян покурить, и отдохнуть. Кёнигсберг, столица Восточной Пруссии, был не просто городом, а символом немецкого милитаризма. Именно здесь ковались планы мировых войн, и именно здесь немцы стремились расширить свои владения. Город, основанный крестоносцами для завоевания пруссов, быстро стал немецким центром, а прусское название сохранилось лишь как историческое напоминание. Русские уже в 18 веке испытали на себе прусский милитаризм. В ходе Семилетней войны Кёнигсберг был захвачен войсками Российской империи, и местные жители решили перейти под российскую корону, чтобы прекратить разрушение своей экономики. Однако после смерти Елизаветы Петровны новый император Петр III, уважавший прусского короля, вернул город Пруссии. А вот так выглядели верстовые столбы еще в Кёнигсберге. В 20 веке судьба Кёнигсберга снова оказалась в центре внимания. После Первой мировой войны в наказание за воинственность Германия была разделена, и Кёнигсберг оказался отрезан от остальной страны. Но приход Гитлера к власти вновь вернул потерянные земли в состав Великой Германии. Во время Второй мировой войны, уже после поражения Гитлера, вопрос о судьбе Кёнигсберга встал вновь. США предложили разделить Германию на 5 государств, максимально ослабив Пруссию. Англия предложила ее изоляцию. СССР, заинтересованный в незамерзающих портах,
потребовал передачи Кёнигсберга и Мемеля. В итоге, по решению Ялтинской и Потсдамской конференций, Кёнигсберг стал частью СССР и был переименован в Калининград в честь председателя Президиума Верховного Совета СССР, одного из самых популярных советских деятелей Михаила Калинина. 3, 2, 1. Снято. По-моему, прекрасный снимок. А сейчас мы отправимся посмотреть Калининградский зоопарк. Калининградский зоопарк является старейшим в России, а проживает в нем около 3000 животных. А здесь стоит памятник Герману Гессу, одному из основателей и первому директору зоопарка, в прошлом организатору северо-восточной немецкой промышленной и ремесленной выставки, после проведения которой в 1896 году и был основан зоопарк. В 1945 году, во время штурма города советскими войсками, зоопарку изрядно досталось. Погибли все животные, кроме 4: ланя, осла, барсука и бегемота Ганса. Но в послевоенные годы зоопарк восстановили, и сейчас в нем живет более 260 видов животных. Теперь пришла моя очередь кататься. Отправляемся в путешествие по зоопарку на местном паровозике. На семью из 3 человек такое путешествие выходит в 500 рублей. Зоопарк посмотрели, идем гулять дальше по городу. Проходим Калининградский областной драматический театр, основанный в 1947 году. А напротив театра стоит памятник немецкому поэту и философу Фридриху Шиллеру. На самом деле никто не знает причину появления памятника в этом городе, потому что поэт никогда не бывал в Кёнигсберге. По одной из версий, памятник установили в 1910 году к 100-летнему юбилею Кёнигсбергского театра. Но на одном памятнике не остановились, и напротив театра появился красивейший сквер, просто с великолепным фонтаном. Сейчас выходим на центральную площадь города, площадь Победы. Площадь появилась в 1910-1912 годы в результате сноса ворот замка. Постепенно здесь стали появляться здания и северный железнодорожный вокзал, который находится за моей спиной. В советское время, в 1953 году, здесь был установлен памятник Сталину. Но после падения культа его снесли и поставили памятник Ленину. После перестройки в 1996 году начинают строительство храма Христа Спасителя, и Ленина потихонечку отсюда увозят. Затем появилась триумфальная колонна, наподобие той, что установлена в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. На сегодняшний день площадь имеет вот такой вот европейский вид. Правда, одно нелепое здание, торговый центр Клевер, ее портит, а в основном все европейский город. На площади также находится администрация городского округа и северный железнодорожный вокзал. Также на площади Победы находится часовня Петра и Февронии. Напротив храма Христа Спасителя есть замечательная кофейня. Постольник, постольник или постольник, не знаю, как правильно поставить ударение, но кофе и булочки здесь готовят просто супер. И вид просто шикарный. Сейчас будем пробовать знаменитый калининградский марципан. Прикольно. Только в Калининграде я узнал, что такое марципан. На самом деле это перетертый миндаль с сахарным сиропом и другими добавками. Его на вкус очень приятный. Немного отдохнули, теперь пойдем заглянем внутрь храма Христа Спасителя. А возле храма есть небольшая ярмарка народных ремесел. Настоящий янтарь или нет, проверяется с помощью ультрафиолета. Когда янтарь настоящий, он светится таким бело-зеленым цветом. Недалеко от площади Победы находится монумент Родина-Мать или Мать Россия. Кстати, до этого памятника на этом постаменте стоял Иосиф Виссарионович Сталин, пока Никита Хрущев не разрушил его культ и памятник не отправили на переплавку. После свержения памятника Сталину постамент осиротел.
до 1974 года, пока на него не было решено поставить памятник Родине Матери. Сейчас мы гуляем по Ленинскому проспекту от памятника Родине Матери, идем в сторону острова Канта. Руины за моей спиной некогда были одним из символов советской эпохи в Калининграде. Здесь находился Дом Советов, который начали строить в 1970 году и который никогда не был введен в эксплуатацию. Сейчас мы присутствуем при историческом моменте. Сносят один из символов города. Задолго до Дома Советов, в давние времена, здесь находился прусский замок. Его постигла та же участь, может быть, место несчастливое. Сейчас мы гуляем по Рыбной деревне. Это набережная в европейском стиле. Хоть она и очень молода, ей всего 10 лет, но она отлично вписывается в общую архитектуру города. Сначала здесь планировали сделать этнографический музей, чтобы люди могли знакомиться с историей и бытом региона. Но в итоге сделали гостиницы, рестораны и офисы. Хоть набережная и небольшая, но она просто то, что нужно для Калининграда. На набережной можно пообедать или поужинать в одном из ресторанов, прокатиться на катере вокруг острова Канта или подняться на маяк и посмотреть на старый город с высоты. А напротив Рыбной деревни построили синагогу. Кстати, вход в синагогу только с экскурсией и только платный. Стоит экскурсия 300 рублей. Сегодня суббота, и поэтому синагога закрыта. Ну что вы хотели? Шаббат. Сейчас попробуем местные кренделя. Ну, прикольно. Вкусное слоеное тесто. Молодцы. Здесь мы переносимся во времена Кнайпхофа, одного из 3 городов, входивших в состав Кёнигсберга. Во времена Пруссии в Кнайпхофе всегда было много русских. Самым почетным и уважаемым гостем был Петр I. Кстати, Кнайпхоф стал одним из образцов при строительстве Санкт-Петербурга. Вот мы и вышли к главной достопримечательности Калининграда, кафедральному собору Кёнигсберга. Сейчас пойдем на экскурсию в интерактивных очках. О чем экскурсия? Про собор, про синагогу, про дровяной медовый мост. Идем как отряд сталкеров. Пришли на первую точку. Деревянный мост. С деревянного моста идем на Медовый мост. Продолжили знакомиться с историей города, узнали историю еврейской общины и синагоги. Раньше на острове Кнайпхоф была очень плотная застройка. Люди могли поздороваться с соседом из дома напротив за руку, просто высунувшись из окна. Вот, но в 1944 году, в августе, тут все разбомбили. А сейчас мы идем по церковной улице. Справа от нас кафедральный собор, а слева шли дома по порядку 1, 2, 3. К собору примыкала школа для девочек. В 19 веке в Германии отношение к женщинам было очень суровое. Ребенок, церковь, кухня. Вот 3 слова, которые подходили для женщин. А учиться девушки могли только в церковной школе. Послушали, посмотрели историю собора. Теперь идем на нашу последнюю точку. На этом месте раньше находился рыбный рынок. Рыбаки рыбачили тут недалеко, потом приносили свой улов и продавали возле стен собора. Иммануил Кант, немецкий философ, умер в 1804 году. Он был профессором и ректором Кёнигсбергского университета. Раньше вдоль собора находился склеп, университетский склеп, где хранили почетных сотрудников университета, ректора. Затем склеп снесли, осталась лишь могила Канта. Она и спасла собор от сноса
в советское время, потому что Ленин считал Канта родоначальником марксизма и коммунизма. Интересная была экскурсия, длилась она 45 минут и обошлась она мне в 800 рублей. А сейчас отправляемся в кафедральный собор послушать самый большой орган в России. Послушали знаменитый орган, который звучит просто великолепно. Теперь идем гулять дальше. Сразу вспоминаю средневековую ярмарку на Ибице. Девушка, какой праздник сегодня отмечают? Путешествуем. А, вы не местная? А что вам нравится в Калининграде? Все. Очень красивый город. Культурный, красивый, необычный. А сюда вы жить переехали? Больше да, чем нет. С острова Канта пойдем посмотрим музей Мирового океана. Для этого нам надо перейти через Новую Приголю. Мост вдалеке идти где-то километр. Музей был открыт в 1994 году и стал первым морским музеем в России такого масштаба. В экспозиции музея имеется научно-исследовательское судно «Витязь» Эйзенбах-Нбруке или Пергальский мост. Это первый разводной железнодорожный мост в Кёнигсберге. Был построен в середине 19 века. А здесь стоит двигатель с барка Крузенштерн. Его мощность 1000 лошадиных сил. Здесь даже есть своя подводная лодка Б-413. Ну что, почувствуем себя моряками-подводниками. А здесь находится сердце подводной лодки. 2 дизельных мотора. Перемещаться по подводной лодке было так просто. А здесь находится торпедный отдел. Колеблется от 5 часов. Наконец-то я на поверхности, на улице. Я точно понял, что работа подводником не для меня. После музея Мирового океана заглянем в еще один интересный музей. Как мы знаем, в Калининградской области находится 90% всех мировых залежей янтаря, точнее в поселке Янтарный. Но музей янтаря находится в Калининграде, и сейчас мы его посмотрим. Находится музей в башне Дона. Именно здесь в 1945 году находились последние укрепления фашистов, после падения которых город считался захваченным. И это означало успех Кёнигсбергской операции. А здесь хранится самый большой янтарь в России. Его вес 4 килограмма 280 грамм. Называется он «Сердце великана» и был добыт в поселке Янтарный в Калининградской области. А здесь стоит модель атомного ледокола «Ленин». А здесь находится янтарный лес. Много миллионов лет назад деревья источали смолу. Смола падала в грунт, затвердевала и потом водами вымывалась в древнее море, да, ныне Балтийское. Светлый янтарь дешевле. Непрозрачный янтарь дороже, потому что он встречается реже и его тяжелее обрабатывать. Здесь мы видим янтарь с загрязнениями. Что-то я устал уже от этих походов по музеям. Надо немножко отдохнуть. Уже вечереет, а народ все продолжает веселиться. А почему бы и нет? Погода просто замечательная, просто идеальная. Нет жары, но и не холодно. Можно ходить в одной футболке. Ну, короче, просто замечательно. Оказывается, в средневековье сожгли не всех ведьм. Некоторые дожили до наших дней.
За моей спиной находится музей изобразительных искусств Калининграда. Сейчас мы пришли в рыбацкую деревню. Здесь и будем отмечать день рождения. Это набережная рядом с островом Канта, на которой полно разных ресторанов и баров. Ресторан «Рыбный клуб» с виду неплохой. Сейчас посмотрим, как там внутри. Ресторан «Рыбный клуб» просто замечательное место. Блюда вкуснейшие, интерьер супер, как в замке или во дворце. Ну, короче, день рождения отметили, классно. Вот, будете в Калининграде, обязательно загляните в это заведение, не пожалеете.